Час пик, народ штурмовал маршрутку, как вражеские позиции. Накрапывал дождь. С двумя неподъемными сумками Зинаида еле втиснулась в автобус. Все плотником стоят, как мешки с картошкой. И вот, когда автобус в очередной раз резко затормозил, студентки, стоявшие рядом с копом, полетели на бедную Зинаиду. «Держаться, что ли, не можете?» — рявкнула пожилая. «Простите, мы случайно», — сказала одна. Но Зина завелась, и в адрес девушек и всей молодежи посыпалась куча обвинений. И такие вы, и сякие. «Бабуль, вот смотрю я на вас, вы, наверное, никогда не были молодыми», — сказала та, что извинялась вначале. «Не носили юбок, не любили, не шутили. С пеленок были злой пенсионеркой». Девчонки дружно расхохотались. Еще несколько секунд назад им приходилось выслушивать нелестную правду о себе, но теперь они морально ликовали. Зина мгновенно прикусила язык. Она еще не пенсионерка, просто выглядит так. На своей остановке еле вытащила из сумки и почувствовала к себе такую жалость, прямо в глазах заслезилась. Задела ее та девчонка. Переступив порог квартиры, женщина кинула сумки о порога. «Стёпка!» — крикнула мужу. «Занеси все в кухню!» «Подожди, дай посмотреть, что депутат скажет». «Да, как же правильно говорит, пора о людях подумать». Муж прилип глазами к телевизору. «А обо мне ты когда-нибудь подумаешь?» — снова заводилась Зина. «Мама, чего вы тут кричите?» — выглянула из своей комнаты дочь. «Скажи своему, чтобы сумки в кухню занес. Слава спит. Наработался? Ой, да хватит тебе, искал он работу». «Что муж, что зять? Не мужики, а...» Злобно бросила Зина и потащила свою ношу на кухню. Разбирала сумки, а из головы не выходили слова девчонки. Как это она не любила? Любила. Когда за Стёпкой в речку пошла, хотя и не плавала, был первым парнем на селе, знала бы тогда, что лентяй. А в молодости какой красавицей была. Одна коса чего стоила. Это теперь химия на голове. И юбку носила, да не абы какую. Отец не раз ругался, что коленками маячит. Бывало, выходила из дома в длинном платьице, а у подружки перед танцами переодевалась в легкий вариант. Всю жизнь угождала Стёпке, сама виновата, что так приучила. А теперь расклеился мужик, на одной работе долго не удержится. Тяжело ему, и на дачу не вытащишь. Зато перед телевизором ночевал бы. Ничего в дом не принес. Если бы не родители, так бы и ютились бы в малосемейке. И дочерью гордилась, все лучшее ей выучила. Сейчас медсестра, но так на работу жалуется, будто вагоны разгружает. А зятька-то привела, чтоб ему. Работу полгода ищет, на маленькую зарплату не идет, а большой ему и не предлагают. Дочь на свою выручку семью удерживает. И Зина. Так и живет для мужа, для дочери, а теперь еще и для зятя. А собственную жизнь ежедневно откладывает на завтра и не замечает, как время пролетает. Если бы сейчас ее не назвали пенсионеркой... «Что будет на ужин?» — спросил муж. «Что-то вкусного хочется». И это Зину добило. Не знала, к чему придраться, чтобы выплеснуть злость, горечь. Взгляд споткнулся о выщербленную чашку. Красная, с белыми горошинами, старая, неуклюжая, такая, как ее жизнь. В сердцах бросила чашку в мусорное ведро. За ней туда же полетели еще несколько раненых чашек, потрескавшиеся тарелки, стакан. В серванте стоит посуда, нетронутая. Собирала. Кому нужен тот хрусталь, сервизы столетней давности, стаканчики с позолоченными венцами? Когда из них есть пить? В каком мире? «Ты что, тронулась?» — завопил Стёпка, увидев в помойке кучу посуды. «Будешь есть с новой». «Я что, барин?»
Я бы тебе сказала, кто ты. Не шатайся под ногами. От перепалки проснулся зять, поинтересовался, что случилось. Но теща кинула такой взгляд, что того моментально как ветром сдуло. Семейство улеглось спать, а Зина сидела с чашкой холодного чая. «Неправильно я живу, неправильно я живу!» Правду сказала девчонка в автобусе. Не женщина, загнанная лошадь. Руки потрескались, ведь не умеет на огороде в перчатках работать. Крем себе жалеет купить. Парикмахерскую ходит не когда надо, а когда очень надо. А как девка была, то и себе, и подружкам красоту наводила. Вылила холодный чай, сполоснула чашку, вытерла слезу. «Собираешься на дачу?» — утром спросил Стёпка. «Сейчас же суббота, маршрутки будет полно людей». «Никуда я не еду, дела есть». Это какие? Уже капусту время срезать, квасить». Стёпка ошарашенно смотрел на жену. Зина направилась к двери. «А завтрак?» — пробормотал след. Зина шла по улице и думала, надо наводить порядок. Подошла к магазину одежды, посмотрела осторожно на свое отражение в витрине. Нет, сначала лучше избавиться от химии на голове. И потопала в парикмахерскую поблизости. «У вас такие хорошие густые волосы, зачем вы их так портите?» — спросила молодая девушка-парикмахер. «Что будем делать?» «Чтобы было хоть что-нибудь, на ваше усмотрение». «Вашу седину сделаем элегантной, сейчас цвет подберу. Укоротим тут и все, вам пойдет. Вы знаете, вы чем-то похожи на мою маму. Я ей такие модные прически делаю. Наверное, ваша мама моложе меня». «Нет, я поздний ребенок, мама же на пенсии, но любит выглядеть красиво. Ну так что, экспериментируем? А может, еще брови немного подправить?» Кажется, Зина потихоньку набиралась смелости. Прошло бесчетное количество минут. Зина закрыла от неожиданности глаза. Из зеркала на нее смотрела другая женщина, помолодевшая, с необычным оттенком волос, с непривычно короткой стрижкой, мастерски уложенной. Только одежда не подходила к новому образу. Девушка-парикмахер приятно улыбалась. «Нравится?» «Очень. Какая же вы умница. Спасибо вам». Позже и в гардеробе обновки появились. Стёпка подозрительно смотрел на жену. С какой-то радостью такие реформы. Зять не мог понять, а почему теща вдруг сменила имидж. А дочь прикидывала, сколько все это стоит. А Зина и не собиралась никому ничего объяснять.